Вы не поверите, что только что произошло в аэропорту Инчхон. Тэхён и Чингук попали в шокирующий момент, который поверг AR-MUI в абсолютную панику, и все это произошло всего за несколько часов до их рейса в Дубай. Следите за обновлениями, потому что то, что вы сейчас увидите, быстро распространится в интернете. Поначалу гул аэропорта Инчхон был обычным. Пассажиры медленно шли, объявления едва слышно разносились над головой, колеса багажа катились по полированному полу. Но посреди обыденности начала распространяться волна волнения. Все началось со шепота, фанаты заметили две знакомые фигуры, с необычайной спешностью пробирающиеся по терминалу. Поднялись телефоны, защелкали камеры, и начало нарастать едва уловимое напряжение. Тэхён и Чингук вместе, но что-то было не так. Взгляд Чингука нервно метался по толпе, а обычно спокойное поведение Тэхёна мелькнуло с оттенком беспокойства. Они не просто шли. Они осторожно маневрировали, словно избегая кого-то или чего-то. Почему они так быстро двигаются? Ахнула фанатка, ее голос дрожал от волнения и беспокойства. Затем, без предупреждения, внезапно появилась толпа фотографов и сотрудников службы безопасности аэропорта, создав барьер хаоса. Камеры бешено сверкали, крики нарушали привычный ритм аэропорта. Тэхён замер, инстинктивно прикрывая Чингука, крепко сжимая его руку. Чингук замер, широко раскрыв глаза, оказавшись между толпой и нависшими фигурами сотрудников службы безопасности. Напряжение было ощутимым. Фанаты чувствовали его, их сердца бешено колотились. Что-то происходило, чего-то, чего никто не ожидал. И тут это случилось. Сотрудник службы безопасности шагнул вперед, твердо жестикулируя: «Пожалуйста, отойдите назад. Пожалуйста». Но толпа хлынула вперед, отчаянно желая увидеть хоть что-то, отчаянно желая любого взаимодействия. В этот миг Тэхён наклонился к Чингуку, шепча что-то слишком тихо, чтобы кто-либо услышал. Лицо Чингука побледнело. Он резко кивнул, и в одно мгновение они сделали немыслимое. Вместо того, чтобы разделиться, как обычно, они двигались вместе, как синхронная, размеренная пара, преодолевая хаос бок о бок. Фанаты кричали. Телефоны дрожали. Уведомления в социальных сетях взрывались от прямых трансляций. Никто не знал причины их решения. Это было не только ради фанатов. Это было нечто более глубокое, нечто срочное, нечто, что потрясет AR-MUI по всему миру, как только история станет известна. И когда они исчезли за стеной охраны, шепот перерос в слухи, а слухи — в панику. Потому что, когда Тэхён и Чингук действуют вместе в такой секретности, все знают одно — это масштабнее, чем кто-либо может себе представить. Едва утихли бурные эмоции, как разразился хаос. Фанаты сжались поближе, держа телефоны в воздухе, фиксируя каждое мимолетное движение. «Почему они не разделяются?» — кричал кто-то. Другие лихорадочно писали в социальных сетях: «Тэхён вместе». Это ненормально. Внутри терминала Тэхён пристально осматривал толпу. Каждая секунда ощущалась тяжелее предыдущей. Чингук отражал его напряжение, его обычно спокойная поза была напряжена, словно он готовился к чему-то неизбежному. «Они здесь, и они не расстанутся», — прошептал сотрудник неподалеку. Слова разлетелись, как лесной пожар. Паника охватила не только фанатов. Даже персонал аэропорта почувствовал внезапный электрический разряд. Внезапно толчок толпы заставил Чингука споткнуться. Тэхён инстинктивно протянул руку, крепко схватив его за плечо. Близость, напористость, напряжение — этого было достаточно, чтобы по фанатам прокатилась волна шепота. Они держатся друг за друга. Телефоны дрожали, вспышки освещали пару. Но в глазах Тэхёна и Чингука не было восхищения. Это была тревога, почти страх. Что-то было не так, и они оба мучительно осознавали, что бы это ни было, с этим нельзя справиться тихо. Журналист протиснулся сквозь толпу, голос его дрожал от предвкушения. «Почему вы двое отказываетесь разойтись?» Но Тэхён ответил резким покачиванием головы.
Чингук, все еще приходящий в себя после толчка, тоже молчал. Он лишь следовал за Тэхёном, полностью доверяя ему. Толпа почувствовала напряжение. Шепот перерос в крики. Это из-за расписания в Дубае? Что-то случилось с самолетом? Но правда была гораздо страннее, гораздо напряженнее. В тени оживленного терминала кто-то наблюдал, кто-то, кому там быть не должно. Тэхён заметил это первым. Вспышка движения возле пункта контроля безопасности привлекла его внимание. Он наклонился ближе к Чингуку, с тревогой прошептав: «Нам нужно двигаться сейчас же». Сердце Чингука забилось быстрее. «Ты уверен?» «Фанаты, они не поймут». Тэхён перебил его тихим, но твердым голосом: «Они никогда не понимают». И вот они проскользнули через узкий проход, исчезнув из виду толпы. Телефоны бешено щелкали, сообщения летали по социальным сетям, а AR и MUI по всему миру охватили смятение и страх. Но внутри этого скрытого коридора, вдали от кричащих фанатов и ослепительных вспышек камер, Чингук наконец-то. Тэхён выдохнул. «Тэхён, что происходит?» Тэхён не ответил сразу. Он лишь смотрел перед собой, напрягая все мышцы. «Если об этом узнают не те люди, это может все разрушить», – пробормотал он почти шепотом. Чингук тяжело сглотнул, наконец осознав всю тяжесть ситуации. «Тогда у нас нет выбора». Тэхён кивнул, его выражение лица было нечитаемым, но решительным. Выбора нет вообще. И в тот момент они оба поняли, что эта аэропортовая драма – только начало. То, что ждало их в Дубае, изменит все. За узким коридором терминал погрузился в хаос. Телефоны запечатлели размытые кадры Тэхёна и Чингука, исчезающих в боковом проходе. Твиты взорвались. Хэштеги стали популярными: решетка Тайка Актагитхэ, решетка Инчандряма, решетка Арми Пыник. AR и MUI повсюду сходили с ума. Но внутри, вдали от кричащей толпы, напряжение было удушающим. Сердце Чингука болезненно колотилось в груди. «Тэхён, кто за нами наблюдает?» «Я видел кого-то возле пункта контроля безопасности». Губы Тэхёна сжались в тонкую линию. «Знаю. Кто-то следит за нами. Не знаю почему, но они не могут видеть нас вместе. Пока нет». Чингук тяжело сглотнул. «Что значит «пока нет»?» «Скоро поймешь», — сказал Тэхён, его глаза потемнели, он внимательно рассматривал каждую тень. «Сейчас нам просто нужно благополучно добраться до самолета. Дубай — сложная страна». Тем временем в главном терминале паника достигла апогея. Фанаты толпились, отчаянно пытаясь увидеть их еще раз. Сотрудники аэропорта пытались поддерживать порядок, но безумие было неуправляемым. Группа журналистов пыталась публиковать обновления, их сообщения взрывались от реакций фанатов. Они не разделились. Что-то происходит. Решетка Тайка Акчаос. В коридоре Чингук услышал тихий щелчок фотоаппарата за небольшой колонной. Он замер. «Они следят за нами», – прошептал он. Тэхён крепко и уверенно положил руку ему на плечо. «Я знаю, но мы не можем остановиться. Не сейчас». Они двигались осторожно, шаги эхом разносились по пустому коридору. Каждый звук усиливался. Чем ближе они подходили к частному выходу, тем нарастало напряжение. Каждая тень казалась живой, каждое отражение на полированном полу – потенциальной угрозой. Наконец, они добрались до частного автомобиля, ожидавшего их у самолета. Водитель нервно оглянулся. «Вы готовы?» Тэхён кивнул, не отрывая глаз от теней позади них. «Езжайте и ни перед кем не останавливайтесь». Когда машина тронулась с места, Чингук вцепился руками в край сиденья. «Тэхён, это безумие. Фанаты, СМИ, кто-то следит за нами. Что происходит?» Тэхён наконец выдохнул, в его голосе смешались разочарование и решимость. «Чингук, дело не в фанатах и не в СМИ. Это важнее всего остального.
К тому времени, как мы доберемся до Дубая, все изменится, и ARMY они и половины не узнают. Снаружи терминал продолжал гудеть от смятения и паники. Вспышки телефонов, щелчки фотоаппаратов, взрывы социальных сетей. Но внутри машины мир сузился до 2 человек, Тэхёна и Чингука, мчащихся на перегонки со временем, осознавая, что кто-то в тени следит за каждым их движением. Кто-то, кто мог перевернуть их жизнь с ног на голову. И когда машина скрылась из виду, фигура в черном наблюдала издалека, с телефоном в руке, с улыбкой, играющей в уголках губ. Так все начинается. Солнце садилось над Дубаем, отбрасывая длинные золотые полосы на взлетно-посадочную полосу частных самолетов. Тэхён и Чингук сошли с машины, их лица были спокойны, но в глазах читалось напряжение. Каждая вспышка фотоаппарата, каждый шепот съемочной группы ставили их на место. Аэропорт в Дубае был незнакомым, в терминале эхом разносились иностранные голоса. Но это был не туристический визит. Это было спланированное, срочное прибытие. Им нужно было быть осторожными. Слишком много глаз, слишком много вопросов. В Сеуле ARMY пришли в восторг. Видео их побега из Инчхона мгновенно стали вирусными. Решетка Тайка Акпанич Бифори Дубай. Их передвижения были подозрительными. Что они скрывают? Уведомления облетели весь мир. Каждый фанат, каждый журналист пытался собрать воедино эту головоломку. Но реальность оказалась гораздо опаснее, чем кто-либо предполагал. Внутри терминала в Дубае Тэхён прошептал Чингуку: «Держись поближе». Глаза повсюду. Тот человек из Инчхона тоже может быть здесь. У Чингука перехватило дыхание. «Ты имеешь в виду, что они следили за нами всю дорогу?» Тэхён не ответил. Его рука инстинктивно сжала руку Чингука. «Просто доверься мне. Никто не должен знать, что мы вместе. Пока нет». Пара быстро прошла через VIP-проход, избегая основной толпы. Но как только им показалось, что они в безопасности, едва заметное движение привлекло внимание Тэхёна. Вспышка черного цвета, почти незаметная среди сотрудников аэропорта. «Там», — пробормотал он. Чингук проследил за его взглядом. Фигура в темной толстовке с поднятым телефоном, снимающая каждый шаг. Руки Чингука слегка дрожали. Это они из Инчхона. Как? Почему? Планы меняются, ответил Тэхён, сжав челюсти. И если им это удастся, все, над чем мы работали, может рухнуть. Злой. Тем временем социальные сети не стали ждать. Международные аккаунты ARMY подхватили эту историю. Решетка Таингаунка Агдубай Ревелспарк Сорл Диди Паниц. Загадочная драма в аэропорту потрясла фанатов. Решетка Тайка Акчаос. В опасности ли они? Никто и половины не знал. Тэхён и Чингук не просто уклонялись от фанатов или папарацци. Они избегали человека, обладающего информацией, опасного человека, чьи мотивы до сих пор оставались загадкой. Когда частный самолет готовился к посадке, Тэхён наконец позволил себе краткий взгляд на Чингука. «Мы еще не выбрались из этого», — тихо сказал он. «Что бы ни случилось в Дубае, мы встретим это вместе». Чингук кивнул, в его глазах смешивались решимость и страх. «Вместе», — повторил он. И где-то в тени терминала фигура в черном ухмыльнулась, телефон все еще в руке, готовая сделать следующий шаг. Посмотрим, как далеко они зайдут, прежде чем будет слишком поздно. С наступлением ночи небосклон Дубая сверкал, словно миллион бриллиантов. Но внутри частного терминала напряжение было сильнее, чем жара пустыни. Тэхён и Чингук двигались быстро, их шаги эхом отдавались в воздухе, но каждая тень казалась живой. Каждый взгляд потенциальной угрозой. «Ты чувствуешь это?» – прошептал Чингук, осматривая VIP-коридор. «Кто-то точно следит за нами». Тэхён не ответил сразу, его взгляд был прикован к выходу на трап. «Я знаю, но мы не можем показывать страх. Не сейчас».
Если они увидят, что мы колеблемся. Его голос затих. Тем временем за пределами аэропорта Дубая уже царил хаос. Видео из Инчхона стали вирусными по всему миру. Фанаты по всему миру обновляли ленты, пытаясь увидеть хоть какой-то новый фрагмент с Тэхёном и Чингуком. Решетка дубайская драма, решетка Тэкук вместе. Почему они прячутся? Что-то не так. Дверь частного самолета открылась, и Тэхён повел Чингука вверх по трапу, напряженно оглядываясь. Но как только они собирались войти, его взгляд привлекло едва заметное движение в толпе. Фигура в черном, та же самая, что и в Инчхоне, снимала происходящее у входа в терминал. Телефон был поднят, взгляд острый и расчетливый. Чингук замер. Они следили за нами всю дорогу. Как это возможно? Челюсть Тэхёна сжалась. Потому что им что-то нужно, и это не просто фотографии или видео. Им нужен контроль. Они хотят манипулировать всем, что касается нас, и они используют этот хаос для достижения своей цели. Внутри салона они, наконец, позволили себе перевести дыхание. Дверь закрылась. Завелся гул двигателей, и на долю секунды их охватило облегчение. Но тишина была мимолетной. На скрытом устройстве Тэхёна зазвенело уведомление. Он взглянул на него и замер. Его глаза расширились. Чингук сразу это заметил. Что случилось? «Это они», — сказал Тэхён тихим, но взволнованным голосом. Они начали посылать сообщения. Угрозы, не нам напрямую, а всему миру. Армии. Если это распространится, никто не будет в безопасности, и наши жизни окажутся под угрозой. Чингук сжал руки Тэхёна. Тогда что же нам делать? Медленно выдохнул Тэхён, его взгляд был стальным. Мы будем бороться с умом. Мы будем держаться вместе.